Сегодня мы с вами будем вязать круглую кокетку. Пряжу можно взять любую, какая вам нравится. Я буду вот из такой красивой бобиной пряжи вязать. Здесь у меня полушерсть с люрексом. И добавлю тоненькую ниточку мериноса, чтобы для прочности. Метраж у меня получается 100 грамм 500 метров. Спицы я беру 3,5. И плотность моего вязания, я связала образец небольшой, правда я его не стирала, но бобинная пряжа она не меняется особо, я уже много раз из нее вязала. Вот, и в 1 сантиметре у меня получается 2 петли. Кокетка у меня будет вообще, ну как бы вы можете связать ее на любой размер. Набираем на спицы 105 петель. Одна у нас получается для соединения в круг, а вообще нам надо набрать кратно 3. Набирайте не туго, слабо, вообще любым удобным способом, да, но не сильно затягивайте вот между ними, чтобы у вас голова прошла. Я вот так набираю 105 петель. Итак, набрали 105 петель. Теперь ровно вот так выравниваем. Спицы, кстати, я взяла 40-ку, длина 40. Очень удобно ими вязать сначала, потом, конечно, больше будет петель, и мы будем уже переходить на другие спицы. На 60, на 80. Так, соединяем мы вязание наше. С левой спицы перекидываем на правую и с правой на левую накидываем и ниточки затягиваем. Ставим маркер и начинаем вязать. Первый ряд мы вяжем все петли лицевыми. Итак, смотрите, довязали до конца ряда, перебрасываем маркер и вяжем. Смотрите, второй ряд вяжем 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, опять 3 лицевые, накид. И так вы вяжете до конца ряда, до маркера. Закончить вы должны накидом. Довязали до конца. Теперь мы вяжем ряд просто лицевыми. И накид мы вяжем тоже лицевой, вот таким образом, чтобы у нас была небольшая дырочка. Вот, перекручивать не надо, просто вот так вот провязывайте накид. Вот, смотрите, вот такие у нас дырочки получаются. И так вяжите до конца все петли лицевыми. Довязали до конца ряда. Теперь мы будем делать дорожку. Смотрите, маркер перебросили и вяжем. 1 лицевая, 2 лицевая, предыдущую мы на нее набрасываем и не снимая с петли мы ее провязываем еще раз. Дальше следующая лицевая, предыдущую мы накидываем на нее, да, протягиваем как бы петлю, вытягиваем и провязываем ее еще раз. Опять лицевая, предыдущую накидываем, вот она у нас на этой спице на левой, и еще раз ее провязываем потихонечку, не торопясь, и все получится. Смотрите, получается вот такая вот у нас дорожка. Вот, и так мы с вами вяжем до конца ряда. Сюда дойдете, и я покажу, как это соединить, чтобы было ровненько.
Так, смотрите, довязали до конца ряда. Маркер убрали. И нам понадобится крючок. Вот, берем крючок, вставляем в основание петли. Вот смотрите, которая у нас вот здесь первая дошла. Мы вот туда вставляем. Протаскиваем. Вытаскиваем петлю. И нам надо вот эту петлю продеть через эту. То есть мы вот так вот ее продеваем. Можете ее вернуть. Вот видите, наша дорожка сомкнулась. Ставим маркер. И теперь мы с вами вяжем лицевыми все петли. 3 сантиметра нам надо связать. Вот так вот. Вяжем 3 сантиметра. Так, смотрите, связали мы 3 сантиметра лицевой гладью. Дальше мы вяжем. Опять нам надо связать вот такую вот дорожку. Так, после маркера первую провязали. Вторую провязываем. Первую накидываем на нее. И провязываем еще раз. Я перешла уже на длинные спицы, на 80. Опять провязываем лицевую, предыдущую накидываем и провязываем еще раз. Опять провязываем лицевую, предыдущую накидываем и провязываем еще раз. И так мы делаем, вяжем эту дорожку до конца ряда. И я покажу опять еще раз, как мы ее будем соединять крючком. Так, смотрите, довязали до конца. Убираем маркер. Берем крючок и вводим в основание. Вот наша петля. В основание захватываем нить, протягиваем, и нам надо вот эту вот предыдущую петлю через нее протянуть. Смотрите, чтобы у нас не слезла. Вот эту через предыдущую. Вот так вот. Чуть-чуть подтянули. И вот у нас будет такое соединение. Ставим маркер. И вяжем теперь один ряд лицевыми. Смотрите, довязали лицевыми до конца ряда. Маркер мы перебрасываем. И вяжем теперь таким образом. 4 лицевых, накид, 4 лицевых, накид. И так до конца ряда. 4 лицевых и накид. Вот. И в конце у вас, если все верно по петлям, вы закончить должны накидом. Вяжите так до конца. 4 лицевых, накид. Так, закончили вот накидом. Перебрасываем маркер. И следующий ряд мы вяжем все петли лицевыми. И вот накид мы вяжем вот так вот. И скрещивать ничего не надо, пусть будет дырочка вот такая вот. И вяжем просто все лицевыми до конца ряда. Довязали до конца ряда все лицевыми.
И опять мы делаем теперь дорожку, такую же дорожку. Лицевая, вторая лицевая, предыдущую накидываем. Опа, бежало все. Предыдущую накидываем и провязываем снова. Лицевая, накидываем и провязываем снова. И так мы с вами вяжем опять до конца ряда. Потом мы соединяем наши крючком обязательно нашу строчку, чтобы было все ровно и красиво. И вяжете еще 3 сантиметра лицевыми. То есть мы вот наш рисунок сейчас вот так вот пройдемся, да, дорожку, и вяжем опять 3 сантиметра лицевыми. Вот смотрите, девочки, как у нас вот эта кокетка получилась, да, вот у меня. Расскажу, да, как я дальше вязала. Получается, наборный ряд мы набираем, да, прибавляем через 3 петли. Далее мы вот эти вот дорожки делаем, 3 сантиметра вяжем просто лицевыми, опять делаем дорожку, ряд лицевой, прибавляем через 4 петли, опять ряд лицевой, дорожку, опять вяжем 3 сантиметра лицевыми. Далее опять наша дорожка, ряд лицевыми, через 5 петель делаем накид. Далее опять ряд лицевыми и дорожка. Опять 3 сантиметра провязываем лицевыми. Делаем опять дорожку. Ряд лицевой. Через 6 петель делаем накид. Опять ряд лицевой. Дорожка. После дорожки опять мы 3 сантиметра вяжем лицевыми. Опять у нас дорожка наша, ряд лицевой, через 7 петель мы делаем накид, ряд лицевой и дорожка. Дальше я провязала 3 сантиметра просто лицевыми. Все, моя кокетка закончена. У меня она будет на размер, объем груди 100. Вот, и вот эта линия у вас должна быть линия как реглан, вы вяжете, да, линия реглана. Все, вот тут закончили, мы будем вязать росток. Вот это у нас кокетка реглан. Вот, если у вас грудь больше, то вы можете еще связать, прибавить через 8, да, петель, сделать накиды. Либо, если совсем большие объемы, то тогда уже вот это расстояние сократить, вязать, допустим, не 3 сантиметра, а 2. Вот, да, по 2 сантиметра вязать. И тогда у вас будет прибавок больше, и, соответственно, размер у вас будет больше. Вот смотрите, мой реглан, да, вот я буду в центре мерить. Получается 24 сантиметра у меня получилось. Мне этого достаточно. В ширину, да, вот мерим вот так вот начало, это 33 сантиметра. И здесь было 33, а стало 60 сантиметров. Вот. Вот это у меня кокетка. Она очень красиво смотрится она, и можно вязать платье, можно вязать летние футболки такой кокеткой. Продолжим вязать нашу кокетку. Так, смотрите, нам нужно теперь разделить нашу кокетку, отметить маркерами отдельно рукава и отдельно спинку и перед. Смотрите, спинку я отметила маркером. Сейчас мы с вами будем делить. У меня получилось 280 петель в общей сложности. Нам надо ваше количество петель, которое у вас получилось,
В моем случае 280 разделить на 3. На 3 части. Одна у нас часть идет наперед, вторая идет на спинку, а третья делится пополам на рукава. Получилось 93 петли, да, разделила я на 3, 93 там с копейками. На рукава я сделала по 46 петель, это 92. Перед у меня всегда на 10 петель больше я делаю, потому что у нас спереди грудь, да, нам надо побольше. В моем случае, ну вот если поделить их пополам и минусовать, да, 10, в моем случае получилось на 12 петель, то есть у меня 100 петель наперед и 88 петель на спинку я сделала. Все, вот так вот я разделила и поставила маркер. Так, смотрите, спинку я отметила маркером, да, чтобы мне знать, где спинка. У меня еще вот здесь вот болтается мой кончик начала ряда. Да? Так, смотрите, спинка, рукав идет, да, я начинаю вязать рукав, но мы будем вязать сейчас росток, поэтому поворотными рядами, поэтому смотрите, вы ставите со стороны спинки и рукав отделяете со стороны спинки по 5 петель, где-то, ну, нам надо где-то среднюю часть вот до середины. Если по 5 петель, то это получается, да, 4 раза, но мы сделаем 5. Берем маркер, считаем от маркера со стороны спинки 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Отделяем 5. Дальше еще 5 отделяем. В общем, нам надо 5 по 5. 25 петель нам надо отделить. Далее еще 5. Раз, два, три. Так, еще 5. И получается еще разок 5. Это мы сделали с одной стороны, да? Дальше нам надо сделать теперь с другой стороны. Так, с другой стороны, вот наша спинка, и от спинки мы также считаем 5 раз по 5 петель. Раз, два, три, 4 и еще 5. Вот так отметили со стороны спинки 5 петель с одной стороны рукава, вот 5 по 5, и с другой стороны рукава 5 по 5. Мы будем вязать росток. Теперь смотрите, что мы делаем. Так, мы сейчас вот спинку провязали, да, и вяжем до первого нашего маркера. Провязываем 5 петель. Убираем маркер. Провязываем 6-ю петлю и разворачиваем вязание. Вот развернули, теперь мы в изнаночном ряду. Мы эту петлю переснимаем,
на правую спицу, да, и делаем вот так вот, делаем двойную петлю. Вот видите, нитку назад потянули немножко, и у нас получилась вот такая двойная петля. Теперь мы вяжем все изнаночные, все петли изнаночными, рукав, спинку провязываем полностью изнаночной. Вот сюда провязывайте до нашего следующего маркера. Не до того, где у нас отмечена спинка, а уже вот где 5 петель. Вот сюда доходим. Так, вот смотрите, доходим до нашего маркера, где у нас спинка отмечена от рукава. Вяжем опять 5 петель изнаночные. Убираем маркер, он нам уже не нужен. Одну петлю вяжем, да, разворачиваем вязание, переснимаем ее на правую спицу и делаем двойную петлю, но только уже нить вперед, вот так вот, видите? Нить вперед перекинули, у нас получилась вот такая двойная петля. Далее вяжем лицевыми, мы в лицевом ряду, значит мы вяжем лицевыми. Перебрасываем маркер, вяжем спинку до конца и вот сюда доходим, там я покажу, как провязать вот эту вот нашу двойную петлю. Так вот, смотрите, довязали, да, довязываем до маркера. Маркер все шумят. Перебрасываем маркер. Далее вяжем до нашей двойной петли. Вот она у нас шестая. И просто смотрите, как мы вяжем. Мы вяжем 2 вместе. Вот за вот так вот, видите, 2 вместе. Мы их провязываем, и все, она у нас как лицевая. Далее вяжем до следующего маркера. Снимаем его, убираем и провязываем одну петлю. Опять разворачиваем вязание. Опять делаем двойную петлю. Перекидываем ее на правую спицу и нить вот туда назад. И вяжем все петли изнаночными. Вот так вот все петли изнаночные, вот сюда опять до этой двойной петли. Итак, смотрите, доходим до нашего маркера. Спинка у нас закончилась. Далее вяжем до двойной петли изнаночными. Вот смотрите, у нас вот она двойная, 2 вместе, да? Мы вот так вот за заднюю стенку захватываем и провязываем 2 вместе изнаночные, чтобы вот с лицевой стороны у нас была ровная лицевая петля. Далее опять вяжете до маркера, убираем маркер, провязываем одну петлю, разворачиваем вязание, возвращаем петлю эту на правую спицу и делаем двойную петлю, нить перед работой. Далее вяжете до конца лицевыми, сейчас мы в лицевом ряду опять находимся, лицевыми петлями вяжете до нашей опять двойной петли, которую мы делали.
вот сюда до двойной петли вяжете все петли лицевыми. Итак, смотрите, довязали мы до нашей двойной петли и вот эту двойную петлю провязываем вместе. Далее вяжите до маркера лицевыми, убираете маркер, одна лицевая, разворачиваем вязание, перебрасываем ее на правую спицу и делаем двойную петлю. Далее вяжем все изнаночные опять до нашей двойной петли. И так мы с вами вяжем, пока у нас вот эти маркеры не закончатся. Итак, смотрите, довязываем мы до нашей двойной петли. Вот она у меня двойная. И я провязываю заднюю стенку 2 вместе. Вот как я втыкаю, видите? И провязываю ее изнаночной. Вот так вот. И опять вяжем до маркера. Убираем маркер. Одну петлю провязываем, разворачиваем вязание и делаем опять двойную петлю. Возвращаем обратно на правую спицу и вот так вот вперед нитку. Вот она у нас двойная сделалась. И опять вяжем до нашей двойной петли. И так мы с вами повторяем все то же самое, пока у нас не закончатся вот эти маркеры, да? Если вы хотите, чтобы у вас росток был больше, то можете прям до конца рукава, да, расставить вот маркеры по 5 петель и вязать также поворотными рядами. Ну, то есть тут мне вот не нужен большой росток, поэтому я вот сделала так. Я думаю, тут уже все понятно. Итак, смотрите, связали мы наш росток, да, все у нас закончились на рукавах маркеры. Вот видите, у нас он идет какой наискосок. Остановились мы в лицевом ряду и провязали еще ряд лицевыми по кругу до нашего маркера, до конца ряда. Вот наш маркер, который начало ряда и конец отмечаем, да. И теперь смотрите, что мы делаем. Вот довязываем до конца маркера. Убираем, пока он нам не нужен. И вот эти вот петли рукава нам нужно закрыть. Ну, вы можете снять на булавку, но я беру контрастную нить ненужную и просто закрываю петли. В чем преимущество закрытия? Можно примерить на себя, да, если вы на булавку снимаете, то примерить будет невозможно. И так вы закрываете все петли рукава вот до маркера. Смотрите, закрыли мы рукав, да. Теперь мы убираем маркер. И вот здесь нам надо добрать петли, недостающие моему размеру. Вот видите, соединяем. Вот, да, рукав будет отдельно. А в моем случае 188 петель получится по кругу, да. А объем груди у меня 100. Плотность моего вязания в 1 сантиметре 2 петли, значит, да, с объемом 100 мне надо 200 петель.
То есть мне не хватает до 200 петель 12 петель, поэтому я делю пополам и добираю 6 с одной стороны и 6 с другой. Вот таким образом я накидами добираю 6 петель. Шесть добрала. Теперь продолжаем вязать дальше лицевыми до следующего рукава. Вот сюда до маркера вы вяжете все петли лицевыми. Так, смотрите, довязали до маркера опять. Рукав у нас сейчас будет. И мы опять закрываем все петли рукава. Также берем нить. Другую нить ненужную. И закрываем. Закрыли петли рукава. Опять добираем 6 петель. Я вот так вот накидами. И продолжаем вязать наши петли. Все, рукава мы скинули. Теперь мы можем вязать по кругу просто лицевыми. Все время лицевыми, без всяких убавок-прибавок, просто лицевыми. Ровненько вяжем. И вяжите так на нужную вам длину. Хотите короткий свитер, вяжите покороче. Хотите длиннее, вяжите подлиннее. Это уже примеряйте на себя. И хотите, можете связать платье таким вот образом. Вот видите, что у нас получилось? Рукавчик отделился. И теперь мы будем вязать с вами туловище. Связала я основное полотно. Вот кокетка наша, да, отделили рукава. И дальше я связала основное полотно. На мой свитер, сейчас я скажу, сколько надо. 30 сантиметров вот от проем подмышек до начала резинки. 30 сантиметров я связала. В принципе, у меня всегда так получается на любых свитерочках. И теперь мы с вами будем вязать резинку. Вы можете связать платье, да, то есть длину делаете любую. Можете подлиннее свитерочек, можете покороче. Ну вот в моем случае, потом, конечно, в конце я покажу, как он выглядит, да, на мне. Вот 30 сантиметров. И теперь я буду вязать резинку. Резинку я начинаю вязать вот тоже вот среднюю, да, часть от проем. Вот так вот я веду. И начинаю вязать резинку, ставлю маркер. У меня резинка будет 2-2. Вы можете вязать вообще абсолютно любую, а можно просто прямо, да, и закрыть. Можно айкордом закрыть или просто лицевыми. Но я свяжу резиночку. Спицы я не меняю, этими же спицами вяжу резинку 2-2. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так я вяжу до конца ряда. Если у меня по петлям не сходится, я либо добавляю, либо делаю убавки, чтобы у меня получилось вот в конце, да, 2 изнаночные. И опять, чтобы как бы пошло по рисунку. Итак, смотрите, связала я резинку. По сантиметрам у меня получилось 5 сантиметров. Я, в принципе, всегда вяжу 5 сантиметров. И теперь будем делать закрытие. Смотрите, как я делаю закрытие.
я вижу по рисунку лицевая, провязываю лицевой, следующая лицевая, провязываю лицевой и предыдущую накидываю, изнаночную провязываю изнаночную и предыдущую накидываю, опять изнаночная, предыдущую накидываю, далее лицевые, лицевая и накидываю предыдущую. И так я провязываю все петли, закрывая предыдущий. Вот смотрите, какое закрытие у нас получается. Итак, смотрите, резинка готова, закрыла. Вот она, наша красивая кокеточка. Все готово. Осталось нам связать рукава. Что мы делаем? Мы переснимаем на петли на спицу. Так, нашу резиночку, эту веревочку распускаем. Берем спицы. У меня 4, но только 40-ка. И все петли я переснимаю. Пересняли. А теперь нам надо добрать. Там, где мы набирали 5 петель, да, я буду добирать петли. Вот так, чтобы наши спицы в центре встретились. Можете их просто добрать вот так вот из кромочных. А можете уже, когда ниткой вы начинаете вязать, так, с одной стороны и с другой также. Вот я, видите, просто подцепляю. Надо, чтобы дырок не было, поэтому тут поближе подцепляем. Неважно, сколько у вас там будет вообще петель. Вот так вот все я подцепила. Получается, берем нашу нить, вставляем вот тут вот небольшой кончик, пусть будет 10 сантиметров, прикладываем и начинаем вязать. Вяжем мы лицевыми по кругу. Вот смотрите, это у нас, если такая будет большая петля, да, мы ее перекрученной провязываем, чтобы не было дырок. Вот. Это тоже вот большая, мы ее перекручиваем. Далее все вяжем петли лицевыми до конца ряда. Ряд у нас вот тут вот начинается, да, мы поставим потом маркер, сейчас дойдем. Так, вот наше начало ряда, здесь мы ставим маркер и вяжем по кругу лицевыми. Вот эту нашу ниточку мы подтянем, потом ее спрячем. Вяжите рукав по кругу 4 сантиметра. 4 сантиметра провяжем и будем делать убавку. Связали 4 сантиметра. Смотрите, делаем убавки, не довязывая до маркера 2 петли. Вот 2 петли у нас осталось. Мы их переворачиваем, возвращаем обратно на спицу и провязываем 2 вместе. Таким образом маркер перебрасываем, 1 петля лицевая и 2 вместе. Как они у нас есть, не надо переворачивать, вот так вот. Все, дальше вы вяжете по кругу еще 4 сантиметра. 4
4 сантиметра связали и делайте то же самое. И так я вяжу до конца, до резинки. Когда я начинала, у меня получилось на рукав вот здесь 57 петель. Ну, если вдруг кому-то надо будет знать, сколько у меня на рукав, 57 петель у меня получилось. И я буду вот каждые 4 сантиметра делать убавки. Итак, смотрите, я довязала рукав до резинки, убавляя через каждые 4 сантиметра. У меня получилось 35 сантиметров от проймы, от подмышечной вот этой части, да, и до резинки. Резинку я буду вязать потоньше. Спицами я перешла на троечку. Можно вязать, ну как бы не обязательно вязать резинку, можете просто лицевыми, да, закончить связать, но я свяжу резинку. Резинка у меня будет также 2 на 2, как вот здесь вот на свитерочке. И вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. В итоге у меня получилось на рукава 36 петель. Ну, это не обязательно. Смотрите, какой рукав вам нужен. Так я буду вязать резинку 5 сантиметров. И также закрою, как закрывала полотно. Связали резинку и будем закрывать. Покажу еще раз, как я закрываю. Я просто провязываю по рисунку. Первая лицевая, вторая лицевая, предыдущую накидываем. Далее идет изнаночная, предыдущую накидываем. Опять изнаночная, предыдущую накидываем. И так мы закрываем с вами до конца. Вот такая косичка получается красивая. И так полностью рукав закрываете. Смотрите, наш рукав готов. Вот наша кокетка, наш рукав. Что мы делаем далее? Далее мы вяжем второй рукав. Также мы переснимаем петли на спицу. Вот в этих местах мы добираем, да, наши. И вяжем опять лицевыми. Каждые 4 сантиметра делаем убавки. Все то же самое. Потом резинку закрываем. И в принципе наш свитерочек, кокетка готов. Девочки, смотрите, какая кокетка красивая у меня получилась. Просто идеальный вариант. Рукав. Можно ее носить, вон, как я, с лосинами. Можно юбочку любую одеть, да? Ну, можно покороче, конечно, ее сделать. Вот, можно футболку и платье. Я хочу такое платье связать себе, прям очень хочу. Пряжу подберу и обязательно свяжу. Прям вот идеальная кокетка. Вообще космос. Смотрите сзади, как смотрится. Как вам? Итак, смотрите, сколько весит наша кофточка. Даже 200 грамм нет. 192 грамма. Ну, будем считать, что 200.